Здравствуйте, уважаемые пчеловоды, мои подписчики и гости моего канала. Это с вами снова Паська Лаврова. Сегодня у нас 7 мая, и у нас очередная работа предстоит делать. Это делать отводки от основных семей. Я вам показываю свою технологию работ, как я работаю по своей технологии и порядок моих работ. В прошлый раз я вам показывал, как я расширял семьи, потому что они уже вошли в стадию роста, и мне приходилось обходить каждую семью, подставлять сушь и расширять эти семьи. И теперь у нас все семьи уже полные, набрали 12 рам, полные корпуса, они уже довольно сильные, развились и готовы, чтобы формировать отводки. Моя технология предусматривает делать отводки в начале мая. Ну, как я вам сегодня сказал, сегодня уже 7 мая, а мы отводки еще не делаем. Мы подготовили каждую семью, то есть подставили подставку, корпус, крышу для каждой семьи, приготовили все, чтобы делать отводки. Вот на каждой семье у меня сзади стоят корпуса и со всеми принадлежностями. То есть утеплительная доска, такая доска, утепление, там мешковина. Ну, то есть все подготовлено, чтобы начинать делать отводки. Но дело в том, что чтобы сделать отводок от семьи, нужно соблюсти кое-какие-то условия. Какие-то условия я соблюдаю. Первое условие – это семьи должны быть сильными. Разновозрастного расплода должно быть не менее 8 рам в семье, чтобы начинать делать отводок. Ну, я жду, чтобы больше расплода было, не 8, там 9-10 рам, тогда отводок получается хороший, и в семье много расплода остается и пчел. То есть я как-то, ну, не менее 8 рам должно быть в семье, чтобы начинать делать отводок. Вот это первое условие, надо соблюдать обязательно. Второе условие какое? Второе условие – это чтобы каждая семья накопила меда, медовых запасов. Весной, в течение апреля, пыльцы они наносят. Но меда может не быть, то есть взятка не будет, и они меда не принесут. Значит, такое условие второе, что прежде чем делать отводок, должен быть взяток, чтобы пчелы накопили мед. Без этого начинать нельзя. Если их кормить, семей у пчеловода много, начинать кормить, то это неэффективно и нерационально, потому что за один взяточный день они наносят столько меда, что пчеловоду надо целую неделю ходить и подкармливать эти семьи. И расходу много, это нерационально. В начале мая в основном взяток есть. Посмотрите, цветут сады, одуванчик уже появился. В основном тепло, солнечных дней больше. Значит, нужно ждать этого периода, когда несколько дней пройдет, они накопят углеводных кормов, то есть меда, а пыльцы у них хватает. Вот второе условие, нужно это соблюсти. Преждевременно делать отводки нельзя. Ничего хорошего от этого не будет. В отводке нужно переставлять мед. Я делаю отводки, даю 2 рамки медовых, 2 рамки с закрытым расплодом на выходе. И 5-я рамка – это сушь с водичкой. Понимаете? Вот 2 рамки надо медовых. И в основной семье должен мед быть, потому что они же по моей технологии, эти основные семьи, выводят с вещевых маток. Понимаете? Вот это и если это условие не соблюсти, и основная семья будет плохо, не выведет хороших маток, и отводок развиваться не будет, нет углеводных кормов. Вот так, второе условие. И третье условие, это должна быть погода. Если погоды не будет, дождь будет идти или холодно, ну как делать отводки в
в такую погоду? Значит, нужно, чтобы была погода. Что в данном случае у меня, какие условия не соблюдаются? Первое условие: семьи сильные, все готово. Мы посмотрим сейчас, какой силы семьи, что там, сколько кормов. Мы это посмотрим. Значит, первое условие соблюдается: семьи сильные. Второе условие: семьи не накопили. У меня не накопили кормов. То есть взятка не было совсем. То, что меду осенью я давал, потом немножко подставил кое-кому из запаса меда. Все, на этом все. Больше они практически не накопили медом. Были теплые дни, но не настолько, чтобы могли пчелы в моих условиях. Взятка не было. Значит, это условие не соблюдено. Нужно ждать. И третье условие: как будто погода есть. Вот на данный момент погода есть. Можно делать отводок. Солнце светит, тихо. Ну, холодно. Понимаете? Холодно. С одной стороны, как будто и погода есть, но холодно. Утром было минус 4 градуса. Утром. Сейчас плюс 12. Вчера было плюс 8. Ну, то есть, немножко с каждым днем уже теплеет, все-таки 7 мая. Завтра будет чуть теплее, плюс 13. Все равно нужно ждать, чтобы была температура, ну, хотя бы плюс 16, плюс 17, чтобы начинать делать отводки. Вот такие условия. И у нас этих условий не соблюдается, поэтому мы ждем. Ну вот, я вам объяснил, почему я не начинаю делать отводки. И про каких условиях я буду делать отводки. Сейчас мы посмотрим несколько семей, сколько там кормов и сколько расплодных рам там. Ну, я думаю, вам будет интересно. И посмотрим ту семью, которую мы расширяли в прошлый раз. Это 48-я семья. Вот мы ее расширяли, вот, и вы посмотрите, ну, какое накопление там, сколько расплода. Ну, давайте посмотрим. Ну вот, пчелы, видите, пчелы есть на предпоследней улочке, видите, и на последней улочке пчелы есть. Вот я планочкой, холодно, солнце светит, но оно холодно, сам воздух холодный. Значит, мы немножко отодвинем, чтобы последнюю рамку вытянуть. Так, ну, придется немножко, видите, холодновато. Немножко дымом их успокоить. Ну вот эта рамка с медом. Вот мед, который я оставлял на зиму пчелам. Видите, но меда, чтобы принесли мед, посмотрите, видите, пустые ячейки, чтобы они принесли, они убирают этот мед. Вот, они убирают этот мед, складывают, но свежего меда нет. Вот последняя рамка, уже трутневый расплод есть. Так, если мы возьмем рамку предыдущую, предпоследнюю, что у нас тут творится? Вот видите, предпоследняя рамка у нас с расплодом. Расплод закрытый. Мед у нас тоже, видите, не свежий мед запечатан, а старый мед, который давался осенью. Вот, я меда не жалею. А перги, посмотрите, перги хватает. Перги-то много. Вот.
Но меда немного, нет свежего меда. Поэтому я же вам и объясняю, что я жду, еще не поздно, 7 сегодня мая. Так. То же самое у меня и на той стороне. Скорее всего, предпоследняя рамка с расплодом. Значит, расплода здесь достаточно. Семьи сильные. Вот. Видите, вышел. Уже матка наклала яиц и личинки светленькие. А этот пчелки выходит. Вот, видите, выходит пчелка. Трутни уже появились. Поэтому нужно уже делать отводки. Тянуть нельзя. Отводки нужно делать. Вот матка. Ходит на предпоследней. Видите, маточка. Вот, хорошая матка. Так, ну вот хорошо. Вот нам повезло и матку увидели. На последней рамке. На предпоследней рамке. И матка. И не боится, и подымели. Она не боится. Так, поставим все на место. Вы поняли, что семьи сильные. Уже готовы. Готовы они уже к делению. Так. Сейчас посмотрим еще одну семью. Ну можно было посмотреть. Так, ну перейдем на ту семью, посмотрим там. С этой стороны теперь посмотрим. Посмотрим с этой стороны, где расширяли. Вот эту семью мы. Там я показал с обратной стороны. А теперь, где мы расширяли. Вот здесь рамки, где мы расширяли, подставляли. А там я показал обратную сторону. Ну вот, видите, пчелы есть. В улочках. Сейчас мы откроем. Пчелы-то есть. В улочках. Так, сейчас мы уже вам покажу. Значит, немножко сейчас посмотрим. Вот последняя рамка. Видите, пчелы есть. Последняя рамка, пчелы есть. Тут у нас уже матка готовит место. Тоже мед. Это не свежий мед. Это тоже прошлогодний мед, оставленный им на зиму. А свежего меда нет. Значит, вот проблема. Холодно. Вот видите. Ну нет меда. Вот если бы был бы взяток, верхняя часть была бы залита. И меда пчел хватает. Видите, достаточно пчел, чтобы начинать делить. Сейчас посмотрим. Посмотрим предыдущую рамку. Вот здесь тоже сверху, видите, меда нет. Пчелы, если что-то перебирают, какой мед, кристаллизованный мед, они складывают в той области, где должен быть расплод. В данном случае здесь вот, с этой стороны нету яиц. Так, а вот с этой стороны уже наклали пыльцы, и вот в ячейках есть яйца, вот здесь вот. Значит, предпоследняя рамка, уже матка наклала яйца. Посмотрим, третья рамка с краю, что я подставлял.
Да, здесь, видите, уже. Здесь уже и закрытый расплод, и яйца, и личинки. Вот она видно. Личинки, а здесь вот место яйца. Ну и трутневый расплод есть. Здесь матку я не вижу. Хотя, может быть, на крайней рамке. Там на крайней рамке матка была. С этой стороны яйца. Вот личинки, яйца, закрытый расплод. Ну вот эту, значит, семью тоже делить можно. Вот я вам показывал, как я ее расширял. Эти рамки для расширения, когда я вам показывал. И вот, видите, хорошо, матка клала яйца на эти рамки. Мы правильно поставили их. И расплод, посмотрите, красиво закрыт. Красиво закрыт. Здесь вот идет поедание этого меда старого, вот старый мед, да, он выше поднимают. И вот в этих ячейках, где уже освобождаются, видите, яйца лежат. То есть пчелы поедают этот мед. И, ну вот, должен быть тепло, и обязательно будет взяток, потому что одуванчик цветет, сады цветут, взяток будет обязательно. И вот поэтому надо ждать. Семьи готовы. Вот я вам хотел показать, что семьи-то для деления уже готовы, чтобы делить. Чтобы их делить. По моей технологии нужно каждую семью моей пасеки разделить. И это надо сделать в начале мая. Вот насколько это затянется, я думаю, это намного не затянется. Сегодня 7, допустим, 8, 9, там уже теплее намного становится 9 мая. И вот, возможно, мы 9 мая начнем делать отводки. Вот я вам показал состояние семей и почему я не начинаю делать отводки. Я вам это показал. Так. Ну что, какой вывод сделаем? Подведем итог. Значит, торопиться делать отводки не нужно. Ничему хорошему это не приведет. И семьи будут запущены, и основные семьи не будут хорошо развиваться, и меда мы не получим, и отводки будут плохо расти. Короче, когда придет время делать семьи-медовики, это в июле, то у нас не будут готовы пчелы, чтобы эффективно собирать много меда. Поэтому нужно все делать вовремя, не торопиться. Успеем. Сегодня 7, если 9 будем делать отводки. Даже один год мы делали 15 мая. Ну, в мае лежал снег, еще и шел снег, холодно настолько было. И вот этот год повторяется как-то. Ночью мороз, утром -4 сегодня утром мороз. Днем где-то сегодня около 12, а то, наверное, 10. Вчера было 8. Завтра чуть потеплее. Вот так. Значит, что нужно сделать вам теперь? Это, кто не подписался, поставить галочку «Подписан» на мой канал. Кто не поставил лайк, поставьте. Это поможет моему каналу распространяться. Многие пчеловоды, большинство увидят мои рекомендации. Возможно, это им поможет. Ну, а так, до свидания. До скорой встречи.